Вомер холодного копчения в Ирландии в интернет-магазине Yummy Life. По промокоду «Моя ситуация» 10% скидки на первый заказ. Доставка по Ирландии 1-2 дня почтой. Ссылочка на магазин в описании к этому видео. Ну что, день ото дня не становится легче. Вот только записал ролик про то, что по программе ARP стали массовые проверки того, жилье подходит под стандарты, либо нет. Смотрите мой ролик вот здесь вверху и внизу, да. И еще одна новость, да, тоже, которая не слишком благоприятная. Массово людям стали приходить письма счастья, что с 9 декабря 2024 года они будут получать тоже пониженные выплаты. Кто-то задастся вопросом, в смысле, так уже всех перевели, кто живет в государственном жилье, на пониженные выплаты? Нет, нет и еще раз нет. Была категория людей, которая жила до сих пор в отелях, в различных домах размещения, государственное размещение, в которых они еще получали полную ставку. То есть по JobSeeker 232 евро, полная ставочка, все у них было хорошо, они думали пропетляют, и пока месть там, да, не знаю, может до марта 25-го еще, пока месть там защиту продлят, может еще как-то у них все, да, сложится, но не фартануло, карта не лягла. И расскажу сейчас маленькую предысторию, да, смотрите, чтобы люди понимали, потому что многие не понимают всего, да, всех этих нюансов, которые происходят в Ирландии. Первое, что ввела Ирландия, да, ну, снижение, это с 14 марта 2024 года всем новоприбывшим, от всех, кто после 14 марта приезжает, они их автоматом размещают в лагере, да, лагерь это обратно же не палатки, ребята, там либо модульные домики, либо какие-то переделанные здания, в комнатке там по 2-3 человека живут. Это не прям, как думают люди, там лагеря, это палатка, там вигвам, костер, буржуйка. Нет, все там нормально, цивилизованно, в рамках разумного, в смысле, не лакшери, конечно, не отель 5 звезд, но жить можно. Если вы уехали в безопасное место от бомб, то вполне адекватно, нормально. Вот они начали получать 14 марта, всех, кто приезжает, 38 евро 80 центов на взрослого и 29 евро 80 центов на ребенка в неделю. Но если эти люди находят себе жилье, сами снимают рент, например, как я, да, моя семья, либо они находят жилье по программе ARP, то они могут подаваться и претендовать на полные выплаты. Первый момент. Следующий момент. Смотрите, с 9 сентября 2024 года была введена выплата Beneficiary of Temporary Protection, да, то есть это 38 обратно 80 взрослому и 29,80 на ребенка в неделю. Это что? Это то, что теперь начали уже стареньких, тех, кто уже живет в государственном временном жилье, начали их переводить на вот эти вот пониженные выплаты. Приходит письмо счастья, говорится, что с такого-то ваш хостел, либо ваш объект размещения переводится на вот такие вот стандарты. Либо что они делали вообще? Они брали просто, отелю не продлевали контракт, и потом брали людей, перемещали в другой же хостел, но уже с новым контрактом. А в том контракте новые правила, то есть новое место, новые правила. И в этих новых правилах было прописано, что они теперь получают пониженные выплаты. Многие даже, когда их переселяли, спрашивали, мы едем, все нормально, это просто переселение, там будут выплаты такие же самые, либо нет, да, то есть, чтобы люди могли как-то понимать, может, надо искать ARP, может, нужно что-то делать, то есть, чтобы они подсуетились, как-то себя обезопасили. Но никто никого не предупреждал, и бывало за неделю говорили, все, через 3 дня переезжайте, ничего мы не знаем, ничего не понимаем, давайте свои узелки, свои чемоданы, все. Приезжают люди, вроде бы хорошо, модульный домик, все отлично, все класс, обосновались, потом письмо, бубух, все, ребятки, вы извините, вам теперь 38 евро в неделю вместо 232. Вот такие вот дела, да, вот так вот все это случилось. И вот с 9 сентября подтянули стареньких, так называемых, да. Но как оказалось, даже я записывал про статистику, да, что думали, что они под вот эту вот всю движуху смогут 15 тысяч или даже 16 украинских беженцев так снизить им выплаты. Но у них не получилось. Они только снизили
То есть 5000 только человек они смогли вот таким вот образом снизить, хотя хотели 15. Почему? Да потому что у многих их контракты, как я понимаю, просто когда оформлен контракт, привязан, да, к вот этому вот объекту, привязана по ходу и выплата, то есть там полностью все привязано к объекту. Живешь вот так вот, то они пока решили не трогать, да, тех людей, которые контракты вот не продлены, либо, ну, они есть, да, в таком формате. И теперь, когда уже контракты начали по ходу менять, переоформлять и массово начали заставлять всех, да, менять контракт. То есть контракт, как вы понимаете, все-таки его можно в любой момент поменять. Вот он есть на 2 года, да, но если стороны начинают договариваться, а если Гавермент пришел и сказал, ребята, нам нужно, чтобы это поменять, там буквально одну строчку, вы будете получать то же самое. Нам нужно поменять, чтобы люди меньше получали выплаты. И все. Поверьте, навстречу они пойдут, потому что они не будут ругаться с правительством, государством, с проверками какими-то, комиссиями. Это не нужно этим отелям, хостелам и всем остальным ребятам, которые предоставляют, да, дают в аренду государству свои здания, свои, ну, какие-то объекты для того, чтобы там жили украинские беженцы. Так что вот такие вот дела, и по ходу уже решили теперь всех полностью подбить под вот эти вот стандарты, пониженные выплаты. Потому что были люди, и до сих пор они еще есть, это только с 9 декабря начнется движуха 2024 года. То есть есть люди, которые живут в прямом смысле с питанием и с полными выплатами. Есть, которые без питания и с полными выплатами. То есть есть люди, которые живут еще в государственном жилье вполне адекватно, нормально, то есть их не трогает, и они более-менее себя чувствуют нормально. Но когда ты живешь, да, и тебе дают вот эту пайку трехразовое питание, типа all inclusive, да, в кавычках, и платят тебе всего лишь 38 евро 80 центов, то это, конечно, печально. И вот с 9 декабря начинается, всех это будет касаться, и как я понимаю, вот теперь это будет касаться уже 15 тысяч человек, а не как сейчас 5 тысяч. 5, да, только они сейчас получают. Вот, видите, Ирландия все делает медленно. Я еще же записывал и удивился, думаю, как, что люди подсуетились так, смогли сразу по щелчку пальцем подсуетиться, найти себе все ARP, что только 5000, да, снизили выплаты. Оказалось, просто ручки не дошли у всех этих комиссий, у всех этих тех людей, которые это решают, все эти вопросы, просто не дошли руки. Просто в Ирландии все медленно. И вот теперь, с 9 декабря, руки дотянулись, руки большого брата, да, и люди теперь будут получать тоже пониженные. По факту теперь, в общем и целом, в 2025 году, когда он наступит, получается, что не останется лазеек, чтобы получать именно полные выплаты и жить в государственном размещении, от государства во временном размещении. Только либо ты сам снимаешь, либо жилье по ARP. Все, что дает теперь государство от себя, свое размещение, оно будет, люди там будут получать уменьшенные, урезанные социальные выплаты. Все, как я понимаю, с 9 декабря этот процесс начнется. Понятное дело, что письмо кому-то придет 9, кому-то 12, кому-то 15. И так оно пошло по нарастающей. И, как мне это видится, уже в январе 2025 года всех переведут на пониженные выплаты тех людей, тех беженцев украинских, которые живут в государственном временном размещении. ARP и тех людей, которые снимают сами, это не касается. Понимаете? Не касается. Пишите в комментариях ваше мнение по всему вот этому, вот для чего это делается, почему это происходит, правильно ли это делается, пришло ли вам такое письмо счастья, что с 9 декабря будет понижение ваших выплат. Если да, пишите в комментариях. Если у вас есть фотографии этого письма, можете скинуть мне в телеграм-канал, либо в мой инстаграм, я его прикреплю, да, на YouTube канале, чтобы люди видели, что это правда, что это все соответствует действительности. Просто у меня нет знакомых, которые могут предоставить мне такое, да, фотографию такого письма. Но люди уже официально сказали, просто не хотелось, да, как бы писать людям, дайте мне эту фотографию. Кто хочет, да, пожалуйста, вы можете мне предоставить, я размещу, я изменю видео даже, прикреплю его и в самом YouTube канале тоже, то есть, чтобы это была правда, чтобы люди понимали, что я освещаю только то, что уже
проверено, уже то, что уже сказано реально людьми, которые за это в той или иной мере отвечают. То есть просто так какие-то разводить какую-то, да, непонятность, какие-то волны здесь качать, нет. С 9 декабря, я думаю, по уже январь 25 всех переведут, и теперь всех, кто живет, абсолютно всех, кто живет во временном размещении от государства Ирландии, будут получать, то есть это касается украинских беженцев, они будут получать 38 евро 80 центов на взрослого и 29 евро 80 центов на ребенка. Что это получается? Получается тупо международная защита. То есть то же самое, что получают международники. Теперь все украинцы, которые живут во временном жилье от государства, будет по факту приравнены к международникам. Все. То есть один в один. Только прикол, что даже у международников там больше есть лазеек различных, которыми они могут воспользоваться. Так что, что я вам скажу, если вы хотите приехать в Ирландию, то вы должны у вас должен быть какой-то план, чтобы найти как-то жилье, чтобы у вас была какая-то денежка, чтобы на всякий случай, либо чтобы уехать, либо, либо как себя прокормить, в смысле, если вы захотите сами снять жилье, либо даже по тому же ARP, пока заявку, пока ее одобрят, потом вы подадите на джобсикера, пока его одобрят, а сейчас заявки долго рассматривают, этот PPS не сразу уже выдают, то есть все уже затянуто туманом, не все так просто, как было в 22 и 23 году. 24 уже был не веселый, а 25, поверьте, будет вообще просто нереально веселым, потому что выборы, будет новая коалиция, и многие недовольны этой программой ARP. Если ее прикрутят, то это последний ключик, последний лучик возможностей, чтобы жить украинцам в Ирландии более-менее нормально. Потому что снимать самим жилье это очень сложно. Именно даже не то, что именно найти его сложно, понимаете? Не то, что найти работу даже легче, чем найти жилье. Я так скажу. Работу можно на фабрике, заводе найти в счете, там, на каком-то складе, в магазине, каким-то подсобником, помощником, грузчиком. А вот жилье найти хорошее по нормальной цене, адекватной, это очень сложно. Так что будут с вот этим вот огромные проблемы. Ладно, всем добра, позитива, хорошего настроения, всех наступающими праздниками, добра вам, счастья, живите, а не проживайте. Всегда на связи, держу в курсе.